Всем привет! Я веду канал на YouTube Targeted Individual, и я что-то засиделся дома, в общем, и разучился уже записывать эти видео, но все равно вот я выбрался на прогулку и хочу в этих своих видео показать, что же такое гангсталкинг, и побольше рассказать о таком явлении, как пси-террор. Вот сейчас я начинаю свой маршрут, и пока что все тихо, спокойно, никаких машин они не ставят там передо мной, то есть ничего не устраивает. Но хочу сказать, что меня жестко долбят звуком. В общем, там идет какая-то стройка рядом. И вот эти все звуки, то есть, вот этот луч звука, инфразвука, как я понимаю, направлен именно ко мне в комнату. То есть они ведут строительные работы как днем, так и ночью. Так что находиться, в общем, не то что неприятно, а вообще дома находиться невозможно из-за этого. Плюс ко всему, соседи постоянно устраивают всякие шумовые компании, там топают и включают воду громко. Вот уже какие-то сирены там пошли. И включают, как всегда, радиосигналы. Но они камуфлируют это всегда чем-то. То есть, реально слышно, как в комнате постоянно что-то пикает. И пикает это то громче, то тише. То есть эти все радиосигналы похожи на самом деле на молитвы. И они мне зачастую включают именно какие-то молитвы христианские. Так что, ребята, вы вряд ли, конечно, христиане, но то, что вы делаете, это в любом случае против всех религий и вообще против человечности. Мне интересно, неужели всякие сектанты на самом деле этим занимаются? И они мучают людей, то есть долбят их, травят, то есть делают практически инвалидами. И в то же самое время ничто им не мешает жить нормальной обычной жизнью и включать какие-то подобия молитв, чтобы человек перед смертью молился, что ли, или что. То есть, а даже если вы хотите что-то сделать, то не обязательно человек должен принимать какую-то веру, и вашу. Там впереди можно видеть, что стоит машина с включенной аварийкой. Что сказать, все время такое происходит, все время они так делают, чтобы отвлекался на что-то, отвлечение внимания. Вот так же, как я стал говорить, что-то рассказывать, там вылез какой-то мужик, начал колотить ковры, там какой-то сигнал, там сирена. То есть все во многом рассчитано на то, чтобы человек сбивался с мысли. Они обычно не дают пройти в спокойном состоянии метро. То есть они должны с самого начала, с самого выхода на улицу обеспечить полную занятость. И чтобы человек, то есть не размышлял ни о каких таких высоких вещах, о своей жизни, о том, что будет дальше, да, а только играл в эти их игры, так сказать. То есть, отвлечение внимания на всякую ерунду. То есть будут подсылать и алкашей всяких, и, не знаю, устраивать всякие сценки. То есть они будут стараться даже что-то внушить, что, мол, это тебе, это с тобой происходит потому-то и потому-то, но на самом деле это все происходит просто потому, что большие деньги в этом замешаны. И таким образом привлечены на самом деле и сектанты,
и разные организованные преступные группировки. В общем, в этом задействовано и государство также. То есть для кого-то это будет игрой, например, для бандитов, которые там, не знаю, ставят ставки, то есть много жертв пишут, что есть тотализатор. Вот. И кроме того, не нужно забывать, что этим всем покрывается как бы опыты. Может быть, люди толком и не знают, что к чему, то есть они каким-то боком догадываются, но вот, например, всякие бандиты там, и либо сектанты, либо еще что-то, им говорят одну правду, да, об этом. То есть там, ну, ты будешь получать деньги, там, реалити-шоу, например, говорят бандитам, там, сектантам, говорят, что таким образом мы завербуем к вам там нового члена, там, и все остальное, сделаем там универсального солдата, вот. А правительство в это время, ну, как бы со всех сторон, можно сказать, берет куш, потому как проводит вот эти вот незаконные опыты на людях. Ну и тестирует свои самые новейшие разработки и оружия. Вот сейчас прошла только одна девушка, ну, с телефоном, который явно, как бы, ну, был направлен, можно сказать, на меня. То есть обычно по телефону так не говорят. То есть это было неестественно. Ну, и они вот все время вот дают понять, что, мол, мы тебя снимаем, и, возможно, для каких-то вот таких вот детишек, которые постоянно за тобой ухлёстывают, это все имеет вид какой-то игры, в которую они играют, например, там, сфоткай этого человека, там, получи баллы, то есть, ну, вот, тот, кто этим заправляет, он обманывает всех, можно сказать, то есть всех, там, в этом участвует много групп, группировок, там, и для всех жертва будет, ну, совершенно иной вид иметь, для кого-то там преступник, для кого-то наркоман, там, террорист, педофил, там, не знаю еще, что придумают они. Вот, и так у людей появляется желание следить, ходить за ним, там, выполнять всякие поручения и все. А в это время же вот эти бандиты беспрепятственно, как бы, донимают жертву и раскачивают таким образом нервную систему. Все хуже и хуже, и доводит до нервного срыва, до стресса вообще неимоверно.